Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео снова будем плести из газетных трубочек. Активно готовимся к 8 марта и предлагаю вам идею для подарка. Вот такую корзину на дверь или стену, она еще называется Door Basket. Ее можно использовать под кашпо, цветы, сухоцветы, журналы. В общем, это отличный подарок не только на 8 марта. И начинаем работу. Плести буду из остатков трубочек, поэтому они у меня такие пестрые. Я их кручу сама и обрабатываю. В этих видео все подробно показываю, также все ссылки оставляю в описании. Начинаю я с плетения круглого дна. Здесь его выкладываю так: 2 на 2 трубочки крест-накрест и оплетаю рабочими трубочками. Первый ряд плету по 2, а потом разделяю по одной трубочке. После того, как я проплела 4 ряда, добавляю еще по одной трубочке к каждой стойке, именно так, как на видео. И так плету еще 3 ряда, а потом разделяю эти стойки по одной. И таким образом плету дальше рядов 8. И потом снова добавлю трубочки, но в этот раз добавляю их способом подставления. Я подробно показываю этот процесс в одном из своих видео, ссылку оставляю в описании. И здесь тоже покажу некоторые моменты этого процесса. После того, как я подставила трубочку-стойку между двумя стойками, аккуратно ее оплетаю рабочими трубочками. И когда я проплела 2-3 ряда, вот так с обратной стороны их подтягиваю внутрь, чтобы они не вылезали наружу. Подтягиваю очень аккуратно, чтобы они не выскочили. Если вы боитесь, что они выскочат потом, то капните клея ПВА на подставленную стойку, когда оплетаете ее, и тогда все будет крепко держаться. Плету дно до нужного размера. У вас может быть свой размер, ориентируйтесь на ваши параметры.
Плиту дальше и вот здесь поднимаю плетение. Осторожно плету веревочкой в две трубочки, придерживая высоту. Можно сюда подставить что-нибудь, чтобы было удобнее плести и чтобы плетение не опустилось. А можно и капнуть клей ПВА на стойки, когда вы будете их оплетать, и тогда тоже все будет крепко держаться. И далее плету по кругу. У меня получилось проплести еще 4 ряда. Убираю рабочие трубочки примерно в этом месте. Да, здесь все-таки я плету по форме этот кармашек, потому что без формы его сложно проплести, ну, по крайней мере, мне пока. И для формы я взяла две тарелочки более-менее глубоких, скрепила их малярным скотчем, чтобы они у меня внутри зафиксировались. Если нет таких тарелочек, то можно взять мисочки или же сделать форму из подручных средств, например, из картона или пенопласта. На этом этапе я поднимаю все стойки, разминаю их в местах поднятия, чтобы там не было заломов. А, кстати, видите те разноцветные трубочки на стойках? Это трубочки для коктейлей. Их надела для того, чтобы стойки не высыхали. Очень выручают, кстати, попробуйте. И сейчас намечаю середину, вставляю трубочку и начинаю ей плести ситцем кармашек. Оплетаю 3 стойки, разворачиваю назад и так плету 2 ряда. На третий ряд разворачиваю уже на следующей стойке. Получается, мы плетем на каждый этап по 2 ряда. Это делается для того, чтобы карман был более высокий. Вот таким образом продолжаю плести дальше.
А здесь так получается, боковую стойку я оплела только один раз, а потом оплетаю стойку перед ней. Этим я как бы еще больше поднимаю кармашек, чтобы он не прогибался вниз. Все то же самое делаю с другой стороны. Вообще здесь вы можете сами контролировать высоту вашего кармашка именно за счет этих укороченных рядов. Под конец плетения кармашка я уже вижу, что высоты его хватит, и поэтому оплетаю боковые стойки по одному разу. Заканчиваю плетение кармашка, этой трубочкой плету последний ряд и оставляю ее с краю. Теперь наступает следующий этап. Вытаскиваю форму и где-то с этого места подставляю две рабочие трубочки и начинаю ими плести веревочкой в две трубочки, уже соединяя карман с остальной частью корзины по кругу. А вот и тот конец трубочки от ситца, помните его? Он сейчас спрятался в плетеный ряд, и потом я его обрежу. Тут у нас получилось маленькое расстояние между стойками на кармане. Пока я оплетаю каждую стойку, а вот уже на следующем ряду я начинаю объединять стойки на кармашке по 2. И еще последний ряд тоже плету по 2 стойки на кармашке.
Рабочие трубочки я убираю, прячу в этом месте. А теперь я обрезаю все стойки, не жалею, совсем все. Они практически высохли, пока я плела. Вообще надеялась, что сплету быстро до их высыхания, но были некоторые моменты, когда откладывала съемку. А коктейльные трубочки мне тут мешались, их не использовала, поэтому получилось так. Зато вставила новые трубочки для стоек. И делаю загибку. Загибка у меня легкая, ее показывала в одном своем видео, ссылку в описании оставлю обязательно. Очень люблю такую загибку, вот очень, она достаточно простая, с ней справится любой начинающий. Заключается она в том, что сначала мы заводим стойки друг за дружку, а потом каждую стойку прячем через одну в отверстие второй. По видео это лучше понятно, чем я сейчас рассказала. И так делаю по всему периметру окружности нашей корзины. А теперь настал черед ручки. Так как витые ручки у меня плохо получаются, поэтому сделаю полувитые. Намечаю, где эта ручка будет располагаться, и сразу вставляю трубочки в эти места, по 3 с каждой стороны. И начинаю делать витки. Фиксирую то, что получилось малярным скотчем. А теперь соединяю 2 витых стороны ручки и скрепляю вместе все тем же малярным скотчем. Начинаю другой трубочкой обматывать вверх. В конце просто продеваю конец трубочки в завиток и обрезаю. Ручка готова. И вот такая корзина Door Basket у нас получилась. Как вам понравилось? А понравился ли сам процесс? Обязательно напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Кстати, я часто в своих видео забываю сказать, что все изделия я покрываю лаком. Это обязательно, иначе изделие не прослужит вам долго. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!